Всем привет, вы на канале Польза Над Лайф, меня зовут Саня, и здесь только подробные стримы с целью, точнее подробные обзоры, стримы на канале Польза Стримы, с целью сэкономить вам средства. И сейчас я снимаю для вас на смартфон под неймингом Realme Neo 7. Насколько он хорош, стоит ли его рассматривать к приобретению, вообще 7000 мАч у него зарядка. Помимо этого заряжается он, правда, час 10, автономность просто космос, я не знаю, 5 часов в Genshin сможете играть. Притом он еще и в Genshin у нас 1300 люксов держал. Еще очень много всяких плюшек, но сколько у него подводных камней за эти деньги, чего здесь не допилили и чего не додали, в отличие, допустим, от iQOO Neo 10, вы узнаете в ролике. А самое главное, вы сможете сейчас увидеть, насколько хорошо отрабатывает основной модуль при обзоре в режиме нон-стоп на штативе, как говорят, жестком. И особо хочу отметить, что, разумеется, приходят некоторые люди, которые говорят, что этот формат их достал. Напоминаю, что на этот смартфон есть 3 обзора. Разумеется, это один из них, один полноценный обзор, один обзор одним кадром, один обзор Польза Стримы, это там, где у нас прожарка, и, соответственно, вот это дело. И если вы хотите, допустим, узнать полностью сразу все, смотрите полный обзор. Если хотите не напрягаться, можете узнать здесь что-то, я основные моменты вам расскажу. Если хотите посмотреть, как он ведет себя в играх, разумеется, смотрите Польза Стримы и читайте форумы, потому что специфика игр в том, что здесь Dimensity 9320+, и оптимизация каких-нибудь там пабгов и всего остального, она специфичная для Dimensity. Это не, к сожалению, великолепный, ужасный наш Qualcomm-овский прос. Хотя, с другой стороны, на Qualcomm у нас недавно был смартфон на Snapdragon 8 Gen 3, обзор на канале уже, Redmi K80. И там тоже они что-то где-то как-то не допилили. То есть почему-то 120 FPS в PUBG обычном нет. Но начинаем с того, что я, разумеется, прошу вас подписаться, оставить любой осмысленный комментарий и поставить лайк этому ролику для того, чтобы данный бадгет продолжался, как мне предложили недавно в комментах как раз под этим обзором. Саня, ты вообще отключи стабилизацию, поставь на штатив и покажи, как он снимает. Вдруг он будет снимать без шумов. Вот давайте вот этот вдруг оставим блогерам, которым надо это дело продать, тем более продать это никому не надо. Realme сделала все для того, чтобы вы не покупали китайские смартфоны для китайского рынка. Они супер крутые. И, ну, во всяком случае, для России, потому что, допустим, Band 7 в России есть, а в других регионах нет. Вот в России они хотят продавать себе, вам точнее, глобалочки GT7 Pro, которые мало кому нужны за эти деньги. Или iQOO 13 в глобалке, который в 2 раза дороже, чем iQOO 13 китайский, хотя Ctrl-C, Ctrl-V такой же. Вот так вы можете снимать на основном модуле X2, X10 максимум и X1. Начнем. Первое. Заряжается он с 7000 батарейкой на 7000 мАч, час 10. И хотя он заряжается супер долго, да, где вот эти зарядки, которые нам показывали по 300 Вт, непонятно, где они, берет он максимум, там, я не помню, 60 что ли Вт, у своей зарядки 80. По поводу этих супер новых аккумуляторов, я сейчас перекрикиваю, здесь, кстати, направленный микрофон. Сразу сходу смотрите количество перезарядок. То есть, с одной стороны, у нас большая автономность, но меньшая скорость зарядки и меньшее количество циклов, которые этот смартфон может пережить. Возможно, для кого-то, кто будет покупать на очень длительное использование, это актуально. Следующий момент, пока у меня с момента издания обзора, опять же, будем считать, что я здесь ни при чем, ценник на этот смарт упал довольно прилично, там на долларов 50, на той же Алихе есть еще много где его продают, так что смотрите, оценивайте. Все-таки солнце я не успел, зато закат увидели. И зато, как говорится, шумов будет чуть-чуть больше. Так вот, он на Dimensity 9320+. Его стабильность уровня бог. Я не знаю, как они сделали такое устройство, хотя рамка у него, повторяюсь, как я уже говорил в обзоре, к сожалению, пластиковая. Я даже себя перепроверил, потому что за 350 баксов пластиковая рамка это такое себе, но де-факто вот так. Но если вы посмотрите, как он проходил антутовский стресс-тест, это идеал. То есть лучше смарты никакие у меня не проходили никогда. Как он себя вел в играх, держать в Genshin Impact 1300 люксов, да, там может быть у него и были глюки с этим тачем, но это прям супер. Вы, кстати, не спешите
потому что сейчас я подойду к самым, давайте сразу два самых очуменных недостатка. Про один из них я вам уже сказал, про 7-й бенд. А про второй это то, что Realme очень хорошо стараются с китайскими своими смартфонами, тем, что китайские смарты у них могут быть заблокированы. То есть мне этот смартфон разблокировали в течение недели. На глобальном рынке Neo 7 не появится. И да, хотя здесь есть русский язык, Google сервисы и все остальное, все равно нужно, получается, держать руку на пульсе и гипотетически предполагать, что этот великолепно романтичный смартфон может у вас блокнуться. И если он у вас блокнется, это как минимум будет неприятно. Никакой супер камеры здесь нету, как вы видите. То есть снимает он неплохо, но фронталка печаль, ультраширик печаль. Ну, то есть камера как затычка. Я ближе к игровому считаю. И здесь мы подходим к следующему моменту, очень неприятному. И нет, это я не про закат говорю. Я здесь, кстати, и закончу, наверное, свой диалог через пару-тройку минут. А говорю про то, что вот есть у нас этот смарт. Все супер, все цвет, блеск, красота. Есть у нас iQOO Neo 10. И у этого iQOO Neo 10 какого-то лешего есть беспроводная, точнее обходная зарядка, а здесь ее нету. Понятно, что Realme и iQOO это теперь разные конторы. Vivo и iQOO ушли в одну сторону, Oppo, Palas и Realme в другую. Притом Oppo, Palas и Realme китайские могут блокироваться, iQOO и Vivo еще ни разу не было такого, чтобы блочились. И еще, получается, бенда 7 нету. И помимо этого, здесь нет обходной зарядки, как iQOO Neo 10. Плюс здесь нет триггеров. И тоже это такая специфика. Почему? Потому что, по мне, если ты хочешь сделать такой шикарный смарт, а он получился очень шикарным по выживанию как раз вот этой супер яркости. Кстати, в пике она мне показывала 2000 люксов, а так 1300. Ну, надо было что-то придумать. Либо обходную зарядку, либо, опять же, триггеры. Может быть, я не прав. Может, вы на это как-то по-другому смотрите и считаете, что ни то, ни другое не надо, но какая-то должна быть своя фишка, которая компенсирует все эти блокировки и отсутствие, опять же, 7-го бенда. Вот. А 7-й бенд очень нужен, очень. В России. В других регионах нет. И есть, в принципе, операторы, с которыми можно без 7-го бенда жить, но это прям совсем печально. Раньше так Realme не делали. Кто-то их из блогеров, наверное, поднауськал, что типа вот это, если выпилите, то будет с глобал продажами все зашибись. Вот. Хотя не факт. Но мне кажется, что с момента того, как они начали свои рекламные кампании, все пошло лесом в каком-то смысле. По поводу еще каких-то вещей интересных. Type-C-шик медленный, ощущения от смартфона хорошие, он не тяжелый, разумеется, нет карты памяти, разумеется, нет eSIM, разумеется... Так, главное, что меня здесь не смыло. Все это дело выглядит классно, и, как говорят многие, главное, нет никакой блямбы. В принципе, вот из-за этих недостатков особо разоряться по поводу него не хочется. И с плотностью пикселей все хорошо, и с тачем все нормально. И, говорю, экран плоский. Но съемка оставляет желать лучшего как минимум. Помимо того, что съемка, вот X2 для примера, X10. Помимо того, что съемка оставляет желать лучшего, также нужно чуть-чуть дольше разбираться в ПО, потому что программное обеспечение здесь стало меняться резко, как, повторяюсь, Vivo и iQOO сепарировались. И все. Проходным смартфон не назову, но топом за свои деньги из-за отсутствия бенда тоже не могу назвать. Девайсу от меня, тем, кто знает, однозначно да, но покупать заведомо смарт с проблемами с сетью это и возможный блоком это сильно, потому что за эти же деньги можно 14Т купить не заблокированный и все, и, как говорится, не выделываться, глобалочку. У меня такой взгляд, можете написать, может быть, я не прав, либо Neo 10 с обходной зарядкой, хотя там с другими вещами не все идеально, но все равно. Девайсу от меня, повторяюсь, да. Тем, кто знает, тем, кто не знает, если у вас первый опыт с китайским смартфоном, забудьте. Особенно будет желание у кого-нибудь купить китайский, а потом самому разблокировать, а потом будут везде писать во все чаты. Подписывайтесь на ТГ скидок, взаимопомощи, мой личный ТГ. Напоминаю, что больше сотни подобных обзоров на канале, и вы можете посмотреть, как в тех же условиях кто-то с чем-то справляется. Добра и удачи вам, дорогие друзья!